Всем привет! Появилась у меня такая необходимость поставить муляж камеры наблюдения на дачу. Но достойного видосика на ютубе я не нашел. Есть предложение сделать камеру наблюдения из картона, но такой вариант мне не подходит, мне необходим уличный вариант. И решил сделать я ее сам по личному проекту. Для этого мне понадобилась банка от какой-то мази, которой необходимо посерединке просверлить отверстие примерно 8-10 миллиметров, в моем случае 8 миллиметров. Вот такая вот линзочка, которая будет создавать эффект самой камеры. И вот такая вот металлическая штучка, которая у меня завалялась от какой-то мебели. Все это вместе, если соединить, то получается чем-то похоже на камеру глазок. Также нам понадобится какая-нибудь начинка для внутренности камеры, чтобы создать эффект продолжения. В моем случае это изолятор от обогревателя, который вполне неплохо смотрится. Но также возможно применить трубочку подходящего диаметра, и смотрится это тоже вполне неплохо. Но я остановил свой выбор все-таки на изоляторе. Мне он показался более интересно смотрится. На лицевой части я сделал несколько отверстий. Это будет как подсветка ночного видения. Далее мы сделаем на этом месте светодиоды из термоклея. Следующий шаг: приклеим на термоклей сам изолятор. На местах, где мы проделали углубление, начинаем делать светодиоды инфракрасной подсветки. Для этого аккуратненько термоклеем наносим по капельке в каждую дырочку. В итоге получится со стороны вид, как будто это торчащие из камеры светодиоды. Также мною было принято решение заполнить пустоту в самой дырочке с помощью фольги. Фольга будет отражать свет, и будет создаваться впечатление, что в камере что-то там все-таки внутри есть. Далее необходимо приклеить линзу на наше отверстие. Для этого я использую суперклей. Откуда у меня эта линза взялась, я даже не знаю. Видимо, от какой-то игрушки. Также, я думаю, вместо нее можно спокойно применить какое-нибудь стеклышко. Будет почти тот же эффект. Металлическую железячку я также приклеил на суперклей. И получилась уже готовая мордочка нашей скрытой видеокамеры.
Посмотрев в интернете, как выглядят камеры наружного наблюдения, можно увидеть, что у камер есть почти у всех козырек. Для козырька я использовал банку от клея ПВА, которая имеет отличный мягкий пластик, который как нельзя лучше подходит для выполнения нашей задачи. Для этого я вырезал квадратик из банки, снял размер, который необходим, чтобы красиво все вписывалось, вырезал необходимую длину и закруглил края. Мягкий податливый пластик хорошо гнется и вполне неплохо на термоклее держится на банке. Ну и такая же камера без кронштейна. Была у меня такая вот велосипедная запчасть, которую я немножко подизогнул в диаметр банки, и она вполне даже неплохо вписывается в общую картину нашего муляжа камеры. Также необходимо создать видимость передачи данных и питания. Для этого я применил проводочек, для которого в банке необходимо сделать отверстие и закрепить его термоклеем. Следующий шаг был закрепление козырька на самой банке. Использовал опять же термоклей, но на термоклей взялось не очень хорошо, поэтому пришлось это дело все усилить еще и суперклеем, который я позаливал во все возможные щели по банке и козырьку. И результат порадовал. Козырек держится очень надежно. Решил добавить еще один бонус нашей камере — GSM связь. Для этого решил встроить GSM антенну, которая состоит из рыбацкого поводка. Сначала нам его нужно укоротить под необходимую длину. Он такой жесткий, но изгибается. Под него я просверлил отверстие и также закрепил его на термоклей с внутренней стороны. С внешней у нас ничего не видно. Вот и пришло время крепить к нашей камере кронштейн, который будет держать всю нашу конструкцию. Кронштейн я крепил также на термоклей и усиливал его суперклеем. Держится надежно.
Вот и пора посмотреть на всю конструкцию в сборе. Одеваем крышку. И как видите, получился вполне неплохой муляж камеры наружного наблюдения с GSM антенной, с проводом. Провод я решил закрепить еще и хомутиком. В случае, если клей не выдержит, то сама камера никуда не денется. Будет висеть на проводке. Но это в случае, если она отвалится, в чем я сомневаюсь. Проводок буду заводить прямо в стену, чтобы не было видно концов. И решил добавить на камеру еще некоторые бонусы. Из какой-то китайской посылки я отодрал наклеечку, приклеил ее с одной стороны. Также были у меня наклейки от защитного стекла. И приклеил вторую наклейку с другой стороны. Так камера выглядит совсем солидно, тем более издалека. Долго смотрел на готовый продукт, но мне показалось, что чего-то не хватает. И действительно, один маленький элемент очень усилил внешний вид моей камеры. Это была крышечка от бутылочки. Нашел белую крышечку, сделал прорези специально под диаметр нашей банки, приклеил с помощью термоклея. И конечный результат мне очень понравился. Получился такой кронштейн с заглушкой. Внешний вид камеры напоминает заводскую камеру. Вот такой вот муляж камеры видеонаблюдения у меня получился. Из простой банки из-под крема и парочки запчастей. Надеюсь, видео было полезным. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Еще много интересных идей. И будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.